Приветствую на канале, дорогие подписчики и гости канала, и кто нечаянно попал на мой канал. Попал у меня в ремонт мотоблок МТЗ, вот такой интересной раскраски, как с военного хранения такой. Что с ним не то, сейчас расскажу. То есть, во-первых, человек говорит, что не включается передачи, четкости нет переключений в передач. Мотор он уже поменялся. Что еще? Ну, что сразу мне первым не понравилось, что выжимаешь сцепление, а он едет. То есть, как бы сцепление не работает. Вроде как бы и тут уже подведено. Надо смотреть будет, может, возможно, что проблема будет в дисках, может быть, что-то плотно стоит, но посмотрим. Но то, что самое главное, что не переключаются, нет переключения передач. Мне такое ощущение, что вот в этом случае здесь будет проблема в этих самих тягах, которые стоят вот здесь вот на... Вот они вот тяжеловато очень ходят. Надо здесь будет смотреть. И потом реверс еще вот у меня есть. Реверс вот здесь. Сейчас проверю, с этого начну. Так, это реверс. Как-то ходит не очень, как хотелось бы. Не совсем хорошо ходит. Посмотрим, что... О, видите? Так, реверс. Так, сейчас прокрутим двигатель. Чуть-чуть. О, вообще не хочет ходить. Надо смотреть, снимать. Сейчас сниму первым делом вот эту вот часть, пульт, и проверю, как меня без самих там шестеренок, все остальное, как мне ходят эти вот тяги. И после этого тогда буду принимать дальнейшие решения, что с ним делать. Теперь пробую снимать пульт. Хорошо, он тут прилип. Такого не было еще. Так, ну вот, снял я. Теперь что у меня тут? Что я хотел здесь увидеть? Ну вот опять же, это эмульсия. Опять это эмульсия, опять вода. Что с тягами? Ну, тяги, на удивление, ходят хорошо. Поэтому надо смотреть будет. Я думал, ну так с человеком разговаривал, он говорит, нет, все масло новое, чистое. Ну вот, смотрите, это эмульсия. Поэтому сейчас что я буду делать? Сейчас я начну сливать его. Сливать. И посмотрим, как оно будет стекать. Это вот эмульсия. Так, ну все, открутил пробочку, сейчас сливаю масло. Ну вот оно. Ну как же такое масло? И недавно... Короче, здесь надо все проверять. То есть, ну, вроде как говорили, диски меняли. Короче, нам мне сейчас надо отсоединить двигатель и смотреть, проверять всю коробку. Что тут и да и как. Почему, в чем здесь вопрос? Почему не переключается? Ну, это явная вода с маслом. Так, решил снять двигатель, снимаю. Хочу посмотреть, в каком состоянии сейчас сцепление. Шесть болтов у меня надо открутить. Ну что, снимаем мотор. Ой, блин, что творится? Что творится? А вот и вопрос. Вот и вопрос в чем. Во-первых, сразу отвалился болт. Болт отвалился, вот который прикручивается. Во, как его слезало, блин. Он без резьбы. Резьбы нету. Просто как его поставили сюда. Или он здесь... Или он здесь болмотало просто здесь вот. Это раз. Что тут с муфтой? Так, ну муфта вроде как целая. Ну, короче, она была не зажата, и тут вот все это поразбивало. Поэтому
правильно, что сюда полез. Что с дисками? Что со сцеплением? Посмотрим. Ну, вроде лезет. Поэтому и не было сцепления. Вон и корзину все подбило. Так, что я еще? Хочу сейчас все-таки сниму переходник этот и все-таки доберусь до дисков. Хочу посмотреть. Мне в любом случае, даже если до шестерен добираться, крышку эту надо снимать. Кручиваю переходник. Что, добрался до сцепления, стоит текстолит. Похоже очень на текстолит, поэтому... Так, мне надо снять боковую крышку эту. Так, не хотит. Все краской залито. Не хочет сниматься. Так, ну вот боковая крышка снята. Что мне тут надо? Тут мне надо болтики сразу. Так, пружинки. Достать пружинку одну, вторую. Так, вроде целая. Сейчас шарики подоставать. Так, что мне тут надо увидеть? Что-то вот он. А, вот он пошел. Сейчас надо проверить все передачи. Так, снимаю следующую боковую крышку. Снимаю следующую крышечку. Вот она. Вот она. И что тут я вижу? Что вижу? Что вижу? Вал. Вал вроде целый. Вал вроде целый. Так, это есть. Ну, подшипник вот болтается. Вот эти вот этот был подшипник. Ну, такие у нас есть, по-моему. Это 204. 204 подшипнички. Такое из явных. Ну, если не перебирать все там полностью подшипники. Захотел поменять подшипники. Вот эти вот 204 подшипник стоит. Ну, родной еще. Болтается. Это вот отсюда снял и отсюда. Потом начал доставать ось переключения со штоком. И что обнаружил? Начали сыпаться подшипники, шарики. И вот один шарик просто вот так вот был, вот так вот расколон. Поэтому вот и выбивали скорости. Вот одна из причин. И вот очень серьезных как бы. Поэтому сейчас буду смотреть состояние самих шестерен. Что там с ними, в каком состоянии. Ну, там, где шарики выскакивают, чтобы были в хорошем состоянии. Так, шток вроде... Наверное, шток тоже надо будет менять. Вот он, видно, что сбитый вот здесь вот. Так, это отдельно пока положим. Смотрим сами шестерни. Шестерни. Ну... Так...
Ну, вроде видел и хуже. Что по этим? А вот, наверное, вот третья выбита чуть-чуть. Вот одна вот эта вот хорошо от шарика водно выбита, такой повыбивала. Серьезно так. Ладно, пока это в сторонку. Это в сторонку. Так, у меня задача стоит в том, что поменять подшипники надо будет. Почему я сюда и полез? Вот этот второй подшипничек, который здесь вот стоит. Сейчас я его достану. Вот он достался. Вот он люфтит капитально. Ну, родной. То есть вот еще написано где-то вот ЮССР. Но отходил он с 92 года прилично. Поэтому меняю его, даже не думаю об этом. Потом у меня еще осталось вот это вот шестерня. Смотрю сразу игольчатые подшипники. В предыдущем не хватало подшипников, а здесь все на месте. Подшипники все есть, поэтому с этой шестерней все хорошо обстоит дела. Одеваю сразу сюда, чтобы игольчатые не посыпались. Теперь достаю второй подшипник, уже последний. Вот он. Вот он. Тоже люфтит, поэтому замена. Ну, в общем-то, все. Сейчас буду все это мыть, вымывать и ставить новые подшипники и собирать дальше. Так, ну что, вот первый подшипничек я уже поменял. И начинаю сборку уже всех шестерен на место. Вот это будет у меня первая. Первая. Оп, все. Теперь аккуратненько наставочкой. Наставочкой я загоню подшипник вместе с этой втулкой на место. Сел на место полностью. Так, теперь что у меня? Следующее у меня идет вот этот вот блок. Игольчатые подшипники все на месте. Здесь все в хорошем состоянии, ничего не выбито. Теперь буду вставлять ее на место. Буду вставлять ее на место. Аккуратненько. Есть. Так, где-то моя латунная штуковина. Так, сейчас смотрю, проверяю. Все. Все, сейчас. Так, и второй подшипничек у меня сейчас. Закрываю это дело. Есть. Так, все. Все. Новенькие запчасти пришли. Новенькие запчасти. Шарики комплект. Шестеренки. Вал. Шток. И вот. Так, что мне надо? Мне надо
Так, сейчас посмотрим сначала состояние. Ну как, оно ж новое, поэтому сравнить можно со старым и найти отличия. Так, вот они все. Такие вот красивые. Так, ну вот видно, что тут повыедан бурты. Вот здесь все гладенько. Насколько хватает, не знаю. Поэтому еще в своем тоже менял. Наработать не разбирал, поэтому пока не знаю, не скажу, насколько этого качества хватает. Так, мне нужно шток. Шток, все новое. И вот вал. Вал. И шары. 12 штук их. Есть. Так, что мне надо для этого? Мне ничего не хватает здесь солидола. Потому что без солидола мне здесь нечего делать. Мне все это установить, мне надо хорошенечко солидолом все смазать. Весь шток. Для чего? Ну, сами знаете, для чего. Я думаю, уже знаете. Чтобы шарики не повыскакивали самопроизвольно. Поэтому вот я шток туда тоже со смазочкой загнал. Это все потом, скажем, вымоется. Поэтому надо каждое отверстие хорошо солидольчиком промазать. Есть. Теперь что? Шары. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Все, есть. Шток у меня готов. Теперь что? Забить подшипник мне надо, загнать туда один. 204, потому что он будет там стоять. Потом сюда шайба. Все это надо делать одновременно. Так, подшипничек у меня. Вот он туда будет становиться. Так, аккуратно сюда его. Теперь наставочкой. Аккуратно я его не повреждая, загоняю подшипничек. Все, пошел металлический стук. Теперь что? Начинаю сборку. Так, шток у меня уже в масле, солидоле точнее. Большие. Есть. Следующее. Следующая вот это вот маленькая шестеренка. Так, теперь побольше шестерня. Так, сейчас чтобы совпало все. И шайбочку не забудь обязательно, шайба. Так, вот эта шайба еще, у меня не забыть, самая важная шайба. Тоже это все очень важно.
Ставил вилочку, теперь мне надо будет ее поставить штифт. Штифт аккуратно поставить. И плюс потом вязальная проволочка для контроля, завязать ее. Есть. Все. Теперь что? Вязальную проволочку сразу завязываю, чтобы не забыть это дело. И дальше начинаю собирать. Меняю еще диски. То есть убираю эти, как его, эти атлантовские, или как они называются, диски эти. У каждых дисков есть свои, конечно, плюсы. Мне больше, конечно, нравится текстолит, ой, точнее металлокерамика. Они более, ну, будут выносливее, то есть. Но у них тоже есть свои недостатки в качестве, что они бывает, что жесткое сцепление, но не знаю, сколько не ставил, во всех мягкое сцепление. Ну, кто-то утверждает, что на них жесткое. Никогда такого не было у меня. Потом они выедают борозды на чашке сцепления, на этой, как его. Ну, это, скажем, не самое страшное, что может быть. В принципе, эта чашка меняется легко. Ну, а так, в принципе, они более, мне кажется, металлокерамика более износостойкая. Есть. Ну, текстолит хрупкий сам по себе, то есть надо аккуратно с ним. Он и при нагрузках может отломаться, ну, а тут в этих более можно нагрузку давать более серьезную на технику, поэтому, ну, хотя они вроде изначально идут с завода, стоят такие текстолитовые, ставят их, поэтому здесь каждый свои плюсы и недостатки. Ну что, мой крючочек, который новый, сейчас его в деле испытаем. Так, руки скользят. Так, есть один. Здесь второй. Так, это еще один. Есть. Последний. Уже на место все передачи. Вкидываю шарик. Пружинка. И сейчас буду ставить пульт на место. Все это на герметик дело. Есть. Так, легенько размазать. Так, вставляем пульт на место. Так. Есть. Это сюда. Так. Это мы ловим. Так, это сюда у меня, это сюда. Это сюда все вставляем. Стоп. Это сюда. Ага. Есть.
Поднимай вот. Стоп. Ага, поднимай. Стоп. Так, ну вот, вроде как попал. Все на место. С болтами все это зафиксировать. Муфта раскрутилась самопроизвольно. Я хочу проверить, как установлена переходная плита. То есть заново сниму, зачищу там или посмотрю, какое состояние прокладки. И заново хочу установить. Ну, чтобы она самопроизвольно потом не раскрутилась. Так, вот я отсоединил ее. Так, прокладка вроде целая. Вроде целая. Теперь что мне надо? Ну, такая, конечно. Лучше я, наверное, полностью поставлю сейчас новую прокладку. Поменял новый болт, поставил. Гровер поставил. И плюс еще анаэробный клей для фиксации, чтобы самопроизвольно болт не раскрутился, так как было в начале видео, что он вывалился вместе с чашкой сцепления. Поэтому что у меня следующее? Герметик хороший намажу здесь вот сейчас. И прокладка с двух сторон. Делаю для надежности. Кто говорит, зачем я это вообще делаю? Намазываю герметик, чтобы не подтекли они. Для этого делаю. Раньше на солидол ставили, но как-то уже суровые времена эти прошли. Дефицита чего-либо. Есть хорошие материалы, поэтому почему бы не использовать. Так, все, есть. И прокладка. Прокладка на место. Намазываю легеньким слоем здесь. И будет на переходной плите, там на коробке, которая стоит, тоже намажу. Чтобы ничего нигде не просочилось. Все примерно вот так. И сейчас вот здесь еще. Легеньким слойчиком. Все есть. Сейчас верхнюю часть диска выставляю вот по этому ребрышку. И буду пытаться попасть в муфту сцепления, чтобы одеть. Так, приготовлю болты сразу. Так, все, поверху стоит. Это сюда. И пробую попадать. Есть, попал. И теперь болтики. Так, ну вот, поставил двигатель, осталось мне поставить одну крышечку закрыть и вторую. Поэтому сейчас это сделаю, и потом уже буду заводить его, подсоединю тяги все, реверса, заднего хода, переключение передач, и буду проверять, как заработает сцепление, потому что жалко, что не заснял, как он работал, то есть вот сцепление выжимаешь, а он ехал, поэтому это что же не как-то не годится, поэтому сейчас буду доделывать и отдавать уже клиенту скоро. Все, заливаю маслица новое в коробку и буду проверять его, заводить, проверять, как все переключается. Надеюсь, что будет все четко. Поэтому сейчас залью масло и потом вам все свои ощущения расскажу. Повлияло это все, замена шестерен, на работоспособность или же нет.
Запускаю я его. Ключик сюда.